Всем привет, я Алекс Курч, это канал Crazy Train. Сегодня первое видео в новом 2023 году и первое за довольно-таки долгий промежуток времени. И сегодня я хочу вам показать очередной альбом от российско-германского, как написано на буклете, ну а теперь грузино-германского проекта, так как Алексей Королев перебрался в Грузию. Это второй полнометражный альбом группы Абигорум. Альбом называется «Vergessene Stille», что с немецкого можно перевести как «Забытая тишина». Участники группы называют свою банду ордой темного металла, но в орде в этой сейчас совсем немного народу, стало двое, так как Сандра, игравшая на басу, покинула группу. Сейчас здесь Алексей Королев на клавишных и Тино Тилле, который также известен под псевдонимом «Проклятие». Он играет на всех струнных инструментах, поет и сочиняет лирику. Обратим внимание на оформление альбома. Фронтальная обложка нарисована венгерской художницей Лусианой Ниделе, если я правильно произношу это имя. Здесь куча оккультных символов и несколько достаточно мрачных и страшных фигур, но в этом символизме я ни черта не понимаю, только что попробуйте разобраться в этом сами. Только скажу, что одна из этих страшных картин похожа на Бабу-Ягу в исполнении советского артиста Милляра. Что же представляет из себя второй полноформатник проекта Абигорум? Давно уже ни для кого не секрет, что медленный темп или средний темп — это не обязательно прерогатива дум-металла. Вот так и здесь. Общее звучание и атмосфера альбома к дум-металлу на самом деле никакого отношения не имеет. Все-таки это замедленный вариант блэк-металла. Действительно, звучание альбома достаточно мрачное и темное, и оно вполне соответствует тематике текстов, которые повествуют не только о чуме и смерти, но также и к стремлению к освобождению духа, как мне показалось. И звучание это основано на сбалансированном сочетании харшевых, таких слегка песочных блэковых гитар поровну с мощной клавишной основой и с кремующим вокалом, поющим тексты на немецком языке, что придает особого какого-то шарма звучанию. Ну и как часто бывает в альбомах около блэковых таких жанров, поджанров, барабаны слегка задвинуты на второй план. И бас, не сказал бы, что он акцентирован, он просто создает соответствующую низкочастотную ауру. И вот, казалось бы, я описал классический замедленный вариант блэк-металла, но Абигорум от всей массы таких групп отличает одна очень важная особенность. И эта особенность лежит в общем настроении, происходящем, по моему мнению, откуда-то из постпанка. Вот если вы обратите внимание, даже при первом прослушивании, если вы знакомы с группой Joy Division, такой английской старой, то вторая и четвертая песня очень четко вам укажут на какие-то вот такие аналогии. Третья и пятая песни в альбоме, они инструментальные, такие около эмбиентные, и полная продолжительность альбома составляет где-то около 40 минут. Сильно устать не успеваешь, а вот получить удовольствие от таких не совсем стандартных для этого жанра мелодиях и ритмах вы вполне можете. Как всегда, я вам рекомендую ознакомиться с этим замечательным альбомом. Уверен, что вы получите удовольствие. И если это так, то вы можете его приобрести, так как магазин лейбла Satanat Records опять работает. Альбом выпущен коллаборацией 3 лейблов, и он доступен в самом широком спектре вариантов, от компакт-кассеты, стандартного компакт-диска в стеклянной упаковке, диджибука с 8-страничным буклетом, ну и также самое замечательное, это в виде 2 вариантов виниловой пластинки, черном и золотом виниле. Так, ребята, спасибо, что досмотрели до конца. Всех поздравляю с наступившим новым 2023 годом. Желаю всем здоровья, чтобы все плохие вещи, которые были в предыдущие годы, наконец-то закончились. Самое главное, всем мира. Ребята, мир вашему дому.